Как-то ночью никому неизвестный диктор Юрий Левитан вел передачу на радио. После 3 лет стажерства ему наконец-то доверили так называемую техническую трансляцию. Диктор читал выдержки из утренней прессы, а стенографистки в регионах записывали их и отправляли в местные типографии. И надо же такому случиться, в это время приемник включил сам Сталин. Выразительный голос диктора так понравился главе СССР, что он тут же позвонил председателю радиокомитета. Доклад для 17-го съезда партии завтра должен читать именно Левитан. Со сложнейшим 5-часовым эфиром молодой диктор справился на ура, ни разу не сбившись. Теперь пускай все мои выступления и другие важнейшие тексты читает по радио именно этот человек, сказал после съезда Сталин. Он был настоящий партийный человек ленинского типа. Весь доклад прочитать без записи, тогда не было практически записи на пленку, живьем в эфир, не сделав при этом ни одной помарки, ни одной ошибки. С тех пор 19-летний Левитан стал голосом Советского Союза. Ему доверяли самые ответственные эфиры про спасение экипажа ледокола «Челюскин», об авиаперелете Валерия Чкалова в США и успехах арктической экспедиции Ивана Папанина. Люди заслушивались передачами Левитана, уверяли, его голосом говорит сам Бог. Так убедительно звучал диктор. Мощным тембром Левитан отличался с детства. Во дворе в его родном Владимире у него даже было прозвище «Труба». В 16 лет молодой человек отправился покорять Москву. На курс радиоведущих попал, как часто шутил сам, с улицы. Увидел на фонарном столбе объявление и решил попробовать. Я помню, когда я пришел на радио, чтобы испытать, как я должен находиться перед микрофоном, меня часто передвигали, пересаживали, переставляли. То подводили к самой трубке, я вынужден был шептать на ухо, то заставляли уйти в другой конец студии, кричать оттуда в тот же микрофон. Несмотря на быстрое признание, Юрий упорно трудился над речью, избавлялся от оканья, работал над дикцией, читал скороговорки. Продолжал ходить на курсы радиоведущих, всегда прислушивался к советам и замечаниям старших. Занимался по 10 часов в день с ведущими актерами МХАТа. Любимым упражнением Левитана было чтение новостей, стоя на руках вниз головой. По словам диктора, это помогало ему лучше концентрироваться. Во всех случаях я помню себя, что я волновался только внутренне переживал. Но здесь, когда я произнес слово «говорит Москва», чувствую, что дальше вот говорить не могу. Застрял комок в горле. Из аппаратной уже стучат: «Почему молчите? Продолжайте». Сжал кулаки и продолжал: «Граждане и гражданки Советского Союза». Для фронтовиков голос Левитана был подобен целой дивизии, пришедшей в самый важный момент боя на помощь, говорил о Левитане маршал Рокоссовский. За время войны диктор произнес в эфире около 2000 сводок Совинформбюро и десятки экстренных сообщений. Голос Юрия Борисовича поднимал дух советских солдат, заставлял их верить в победу и вызывал ярость у немцев. Сам Гитлер считал Левитана одним из главных врагов наряду со Сталиным. Германские спецслужбы даже составляли планы по похищению главного диктора Советского Союза. За его голову фашисты предлагали 250 тысяч марок. Чтобы обезопасить голос страны, во время войны было принято множество мер безопасности. Распускали ложные слухи о внешности Левитана, к нему была представлена охрана, а до радиостанции диктор добирался разными дорогами. Помню каждую интонацию тех лет и вижу слушателя, который, сидя у репродуктора черного, похожего на большую тарелку картонного дребезжащего диффузор, затаив дыхание, вслушивается в голос Москвы. Что принесет ему сегодня диктор? Радость или несчастье? 9 мая 1945 года в 21 час 55 минут Левитан произнес в эфире текст приказа Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией. Передача должна была идти из расположенной в ГУМе студии радиокомитета. Но прорваться из Кремля на Красную площадь сквозь толпу диктору не удалось даже с помощью милиции. Левитан уговаривал людей: «Пропустите, товарищи, мне надо на работу». А над ним смеялись: «Ну куда ты пойдешь? Оставайся с нами. Сейчас Левитан о победе объявит, и салют будет». В итоге трансляцию пришлось вести из запасной кремлевской радиостудии. Внимание! Говорит Москва! 8 мая
1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. После войны Левитан сохранил свой статус диктора сообщений государственной важности. В 1953 году именно он оповестил советских радиослушателей о смерти Сталина, а в 1961 году о полете Юрия Гагарина в космос. То, что именно вы читали сообщение о моем полете по радио, для меня награда, равная всем медалям и орденам, не меньше, признавался Юрий Гагарин Левитану. Юрий Борисович стал первым диктором, получившим звание народного артиста СССР. Поездка на 40-летие Курской битвы стала для него последней. В дороге у диктора остановилось сердце. После смерти его семье приходили сотни писем с соболезнованиями от ветеранов. Для людей, прошедших Великую Отечественную, он был боевым товарищем, вместе с которым не страшно идти на смерть. А в памяти следующих поколений навсегда остался голосом Великой Победы.